попробуй между этими двумя прицепами залезть. И вот там как раз расчерчена полоса. Тут еще ось поворотная, она иногда бывает. Так, это смотри, у меня хвост идет туда. Там ничего сейчас надо делать. Думай, что линк это голова. Вот куда Линк это голова. Да, куда тебе нужно голову поставить, чтобы пошел прицеп. Как бы вот я так учился. Да, правильно. Как бы линк убираешь, тогда он вот выравнивается. И потом вот по максимальному просто радиусу. Чем больше радиус, тем лучше. Всегда. Как не прогадаешь. Столба только должен. Не, он этот вынос. Ну, все. Ну у тебя вот этот поворотный, он... Назад едешь, он блокируется. Если хочешь принудительно, то включаешь заднюю противотуманку. Такая змейка сзади прикольная болтается. Да, и как бы даже ты не ездил с полными дальше. двумя полуприцепами? Не, еще. У нас в этой фирме в следующем году обещали вести. Да, слушай, тебе можно на линке идти спокойно. Тебе недельку покататься. Да, конечно, тут дело привычки. Именно с этим линком вообще он назад едет хорошо. Все новое, все ровное. Иногда бывает, смотришь в это зеркало, вроде ровный, смотришь в левое зеркало, а он криво стоит. Вот так. Ориентируешься на какой габарит этого линка. Вот это кривой. Но то впрямую как-то так сложновато выровнять. Так. Он еще трехмостовый, он еще как бы чуть медленнее тянется. У нас вон есть двухмостовый, они пошустрее ходят. Да, и все, наверное, нормально. Ну что, друзья, прокатился я на линке. Прикольно, конечно, немножко покататься, но недолго. Сейчас нам Евгений будет расцепляться, зацепляться, посмотрим, как это все будет происходить. Линк его так и есть правильное название? Да, B-линк типа называют. А скандинавская сцепка это у нас что подразумевается? С дышлом, короче, которая, да? Ну, типа цешка, которая... И ешка. То ли это называют финская сцепка, то ли... Я не помню. По-моему, вот эти линки тоже это как с Финляндии пошел эта тема. Угу. Их и прозвали типа финская сцепка. Финская сцепка. Так, слышишь, что-то он сильно это самое выпирает, Женя. Ну, давай. Давай назад чуть-чуть. Итак, у нас Евгений, водитель линка. Что мы делаем дальше? Едем, ставим линк на парковку. Все, то есть один прицеп мы оставили. И сейчас нам нужно отцепить сам линк. Так?
ты его сейчас будешь двигать или нет? Да, обязательно. У него же стоят аккумуляторы, поэтому тебе питание в принципе не нужно. Да, старые линки, они складываются типа машинами. Вот ты стопоришь оси, открываешь замки, и он уезжает у тебя под будку. А здесь у тебя целиковая рама идет, а будка сама ездит. Угу. И поэтому на старых ломали постоянно эти замки, или как они там. Здесь уже такого не случится. А здесь вон крыло у тебя подмято. Как? Это магазины. Это уже было. Ездим по таким местам, что питание, вольтаж и какая-то из этих 6 кнопок. Все, сломал все? Это я замок. Я постоянно путаюсь, в каком положении закрывать, сдвигать будку. Какого года прицеп? 20-го, наверное, 21-го. Там на номере можно будет посмотреть. Как бы можно просто кнопку нажать, держать. Это типа назад, это вперед. Угу. Но с пультом удобнее. А прицеп 21-го года. 21 год, 11 месяц. Либо Свежак, 12. короче, в принципе, поэтому все хорошо едет. Но в целом он же какой-то период должен ездить на обслуживание куда-то или как? Здесь обслуживается. У нас есть представительство. Но так, честно говоря, я не помню, что мы прямо на обслуживание куда-то возили. Ни разу. А зимой происходят какие-нибудь косяки? Я не знаю, подмерзание, замерзание. С ним нет, с этими да. Потому что зимой на гололеде разложить, сложить его, это большая проблема. Во как. Это приходится тебе либо искать этот камни, либо какой-то кусочек асфальта, либо вообще привязывать к рампе, это уже самое крайнее. Как бы вот зимой все, кто работает, все любят эти, потому что сдвинул, поехал, никаких проблем. Ну, вот центральный замок. Отличный блокиратор дверей. Так, все, получается, ты расцепился, да? Да. Осталось выехать, и нужно ехать за своим прицепом. Что у нас еще, расскажи. Ну, уровень пола, сам мотор. Мануальный опять. Если кнопки не работают, то можно принудительно двигать. А, ну я понял. Там гидравлики или да, что? жидкость, уровень гидравлики. Свет, поднятие этой оси. Эта ось вот, поднимается передняя. Ну, это от комплектации зависит, Да, подъемный, вперед-назад. Схема, где когда нельзя груженый отцеплять раздвинутым, потому что он у тебя шлепнется, что у него центр тяжести, или как его, ну, будет спереди. Угу. Поэтому всегда. А сколько максимальная нагрузка вообще на всю степку? Такая же, как и в Скандинавии или больше? Ну, это трехмостовый, я думаю, может быть, даже побольше может. Но он сам по себе очень тяжелый. Угу. Сколько пустым весишь? Полностью весь? Я не помню. 26, 25 тонн. Ну, на 7 тонн, короче, больше, чем стандартно. Я помню, ну твоя где-то в районе 17, по-моему, весит. 18 там с половиной. Да, это с тентом 17,5, я помню, я Ну, взвешивал. тен, да, тен самый легкий, потом идет рев, и потом тяжелее вот эти вот экери, ну, с дверями все, которые, короче, неважно, экери, вак. Тут тоже особо смазывать ничего не надо, потому что на тех надо смазывать постоянно. Ну, где-то же должны быть какие-то самосмазкой, там, типа что-то такого, или нету такого? Не, здесь как вот этот материал, не знаю, какой-то пластиковый, что ли. А, По ну нему, да, по нему хорошо идет. это не железо, короче. Я так понимаю, накладки эти стираются, потом их просто тупо меняют. Скорее всего. Ну, как бы мы еще не меняли. Угу. Ну, так новый прицеп.
Так, у нас R590 V8. Женя, 590 у тебя? Или Да. другие у тебя цифры по факту? На 10 больше, чем обычно. А чип есть или нет? Пока нет. Хотели. Чтобы еще меньше расход был. Он так как бы небольшой. По сравнению с другими V8 с этими старыми. У тебя сколько примерно денег вложено в эту машину? Я не считал. Не особо много. Ну ты когда пришел работать, уже при тебе все делалось? Ну, дуги все вот эти, это все уже было. Как бы начальник купил эту, поставили. Пленку я привозил, но за его деньги. Эту пленку тренировочную на всех фарах тоже за его деньги. В принципе, ну, все за деньги начальника. Алькантару мы там с водителем скинулись по 200 евро. Купили 10 метров. И всякие мелочи, лампочки, эти лайтбоксы, как бы тоже покупал там, не особо много. Большую часть все начальник. Вы часто на выставке ездите? Твоя машина когда-нибудь что-нибудь занимала какие-то места или что? Это нет, другая, да. Ну и заодно, сколько у тебя пробега, ты говорил? 260, по-моему. Вот мы сейчас посмотрим, как износился руль. И посмотрим, что уже не творится в салоне. Там много чего интересного есть. У нас, так как R-ка, у нас только 3 ступеньки. Так, руль 200 тысяч. Но здесь, как я говорю, кожа немножко другая, не такая, как у меня. Можете посмотреть. Как бы обтертости по всей окружности у нас имеются. Пробег можно же показать. 235. Ну вот, И обслуживание. 2900 до обслуживания. Что в салоне? Ты занимался или тоже что-то было уже? Ну, красный свет, как бы вот этот не совсем по стилю правильный, скорее всего. У тебя он куда выведен, красный свет этот? Под кнопку. Под родной красный, да, который? Да, потому что там за рацией стоит специальный преобразователь с диммером с 5 вольт на 24. Телек. Отклеилось. Телек, ты говорил, на 12 вольт идет? Да. 12? 12-вольтовый, плюс к нему Google Chromecast, который дает типа Android TV. Угу. И можно и с телефона, и так, и пульт вон лежит в сетке. Угу. Всё Ну вот, работает. кстати, эти крючочки, я теперь понял, как они должны выглядеть. Ящики вместо спальника. Тоже, я считаю, это огромный плюс. Получается, у нас больше пространства выходит. Ну и все вещи можно уложить спокойно в ящики. Я у себя говорил в одном видео, что хочу сделать квест, хочу со спальника вещи все переложить в ящики, которые у меня есть. Вот, думаешь, не получится? Ну, хотя я сам, когда ездил со спальником, у меня, в принципе, там лежала только, может быть, какая-то верхняя одежда, типа вот там куртки, и моя сумка дорожная большая. Да, этот устал уже. Что за код? Из какого он? Мультика или откуда он? Слушай, в интернете с девушкой видели, заказали, теперь ездит со мной. Все понял. Я его сажаю на переднее сиденье, сиденье ставлю вперед, поправляю его взглядом на окно, и получается, когда обгоняю, я думаю, как бы прикольно, ну, водитель видит. Вот этот взгляд. Я однажды видел, тоже так припарковался, где-то рядом стояла машинка, и в окне у него сидел Пикачу. Вот, я еще как-то фотку скидывал куда-то и прокомментировал, что вот если перепьешь, то может что-нибудь показаться. Белочка придет. Так, ну здесь у нас все обшито алькантарой. Ну вот, заменено. Ну как, не заменено, а просто как обклеено получается, так? Ну да, да. Вот. Ну и это вообще что? Это ловец снов. А, точно, я думаю, блин, в голове крутилось, но я забыл, как она называется. Это мне подарок с Вьетнама или откуда-то оттуда прислали. Ну и чё, сны снятся или нет? Не знаю. Заказывать сны не можешь никакие? О, Для красоты. ясно. Этот самый столик у тебя не родной? Столик купленный в Эстонии. За 50 евро, чуть-чуть переработан, потому что он был здесь. У него шла тоже такая, ну, такая же деревяшка с подсветкой. И диоды стояли, вот смотрели на тебя. И здесь стоял диммер внизу. И когда выкручиваешь вечером эту подсветку, она светит тебе тупо в глаза белым светом.
Угу. Как бы зачем такое сделали, для чего, я так и не понял. Кстати, да, уже не стоит. Как называется? Лентяйка. Лентяйка. Ну, многим она не нравится, она как бы портит вид. Но парковаться с линком стало намного удобнее с ней, чем без нее. Ну и руль не стирается. Ну да. Потому что руль по большей части стерт ладошкой, когда паркуешься. И ладошка тоже. Постоянно было черное пятно здесь. Сейчас все чисто. Короче, теперь не как на КамАЗе, да? Угу. А то я там снял минус исканий, то меня все на КамАЗ отправляли работать на МАЗ. Это нормально. Так, здесь это тоже пленка. Да, да. 3М-овская пленка. И у меня заклеено, получается, как бы отсюда идет весь пластик здесь, верхний. А, точно. Как бы так по салону. Так, и уже не есть блатная кнопка, которая отключает вообще весь свет, который у нее есть, так как с этим светом, с дополнительным всем со своим светом, его примут быстро транспортники, поэтому у него есть одна кнопка, которая отключает полностью все. У нее остается только родной свет. Ну и на ней прям написано по-шведски парковочные огни. Что на парковке я могу приехать на любую парковку, стоянку, остановиться, включить прямо перед полицией, мне никто ничего не скажет. Все, понял. Выезжать на дороге я не могу по закону. Как бы, ну, мне пассажирская нравится больше, что она без как она? Перфорации. Да. И на по коже она приятна на ощупь. И прямо сидеть намного приятнее, чем на этом. Да, с Но пассажирской... это более жесткая кожа. Как бы понятно, что ты проводишь времени больше, и как бы кожа должна терпеть. И как бы если бы все-таки была бы сиденье такое же мягкое, я думаю, через 1100 бы она бы уже протерлась. Так, ты работаешь на шведскую контору. Что по поводу в Швеции соцпакета? Что вообще, какие бонусы, может, есть, я не знаю. Пенсия. Пенсия. Если долго будешь работать, потом получишь хорошую А пенсию. сколько нужно отработать в Швеции, на шведскую компанию? Я не скажу, я не знаю точную информацию. Было что-то вроде в районе 5 лет. От 5 и там выше уже в зависимости от стажа. А сколько, знаешь, пенсия шведская? Минимальная, по-моему, 1500. И то, по-моему, как бы это не 100%. Я не скажу. Я не особо узнавал и как бы искал информацию. Короче, рано еще до пенсии, рано, да. Сколько ты в дальнобой уже лет? У тебя записано, ты уже начал забывать? Нет, я просто получил категорию, и через 3 дня я уже поехал в первый рейс. 14 августа, через 2 недели у меня будет 11 лет. Так, расскажи про свою систему, Самый что у тебя дешевый. тут происходит. Сканевская родная система, но уже она немножко доработана, значит. Ну, как доработана? Значит, нужно что? iPhone обязательно, Android не подходит для этих целей. Да. Ты его подключаешь, получается, по проводу, и у тебя получается как... И раздаю на него интернет, и он выдает мне CarPlay на экран. И здесь я как бы, я знаю дороги Швеции, я знаю, куда можно заехать, куда нет. Как бы на крайняк я могу воспользоваться твоей любимой навигацией. Родная есть. Да, конечно. Отлично. Если где-то я сомневаюсь, я включаю ее, она забита у меня уже под грузовой. Да, там где-то было. Профиль автомобиля. Вот. И с линком просто с прицепом. Все, набиты, короче, у тебя эскизы. И не вижу, где-то кнопка. О. А так обычно я езжу по Waze, он мне показывает пробки, аварии, животные, сбитые, живые, всякие машины, которые стоят там на обочине. В Швеции все это работает очень хорошо. Здесь там вокруг тебя постоянно где-то в районе 200-300 человек, которые пользуются той же самой навигацией. И все отмечают моментально. Как только машина где-то встала на обочине, через 2 минуты кто-то мимо проехал, уже отметил. Я еду там 3-й, я уже вижу, что впереди стоит машина. Это очень удобно. Ну и здесь получается, что еще у тебя есть? Музыка? YouTube музыка, да. Но видео здесь она не показывает, правильно? Нет, на ходу нет. По закону нельзя. Угу. Рация интернетовская, Zello. Поподробнее. Я вообще, если честно, первый раз ее увидел, поэтому я у тебя и спросил. Обычный Android, который спрятан в рации, там стоит обычный экран. Ну, как Android, вот. Если даже вот выйти, вот можно. Ну, пожалуйста. Приложения все есть. И как бы вот есть Zello. Там я с нашими ребятами с Эстонии общаюсь. Можно прослушать, что там последние говорили. Счет профессионалов, блядь,
там много мата, так что не будем слушать. Ну, я понял. Мне просто везде мелькалось это Зела. Я думаю, что за Зела? Ну, короче, и сколько вообще такая стоит? 250 евро, дорогая. Начальник купил тогда. Ну, она, подожди, стоп, она от интернета работает? Да, у меня раздает рабочий телефон вообще на все, на телевизор, на рацию, на мой телефон. Если мне, хотя у меня у самого сейчас пакет стоит на без ограничений эстонский. Угу. Как бы я им особо не пользуюсь рабочим. Вот, мои документы готовы. Все, Женя готов, поэтому сняли такой небольшой обзорчик. Я думаю, было интересно, давно просили снять линк. В принципе, ну вот мы и сняли вам линк. Вот, поэтому все, всем спасибо за просмотр. Женя, тебе спасибо. Все, до новых встреч, всем пока.